Где же вкусно поесть на Панглао? Начнем эту серию с легендарного кафе Шака, которое имеет несколько филиалов по стране. На острове Панглао Шака работает с 2017 года, а это уже большой показатель, особенно учитывая, что здесь подают только вегетарианские блюда, а филиппинцы – фанаты свинины и курицы. Поэтому мне стало интересно узнать, кто стоит у основания сети, и оказалось, что это иностранцы. Молодой энергичный парень из Австралии, у которого к 28 годам за спиной было более 50 посещенных стран, прилетел посерфить на Сиаргао и влюбился в остров. Сначала они с другом основали фотостудию для серферов на берегу, а потом начали делать смузи, кофе и потихоньку переросли в очень популярное кафе. У них вкусно, всегда яркая подача и хорошая атмосфера. Привет, я Аня, за камерой Женя, и мы показываем жизнь на Филиппинах с любовью, но без прикрас. Это второе видео с обзором наших любимых кафе на острове Панглао. Пожалуйста, поддержи видео лайком, а мы переходим ко второй рекомендации. Одна из лучших пиццерий на острове. Тавола, так же как и Шака, находится на главной дороге в районе Алоны. И вам точно сюда стоит заглянуть. Посмотрите, какое шикарное тонкое тесто. Настоящий сыр, а не дешевый филиппинский аналог. Все пиццы с щедрой начинкой, но особенно много ее в кальцоне. Пальчики оближешь. Раньше нашим фаворитом была пицца в кафе «Сицилия», но теперь однозначно Тавола круче. Еще зацените их воздушный тирамису в жаркий вечер с бокалом холодного белого. Идеально! Для полноты картины добавлю, что самая популярная пиццерия на острове Тота Пепина. У них всегда полная посадка. Но, честно, они очень задрали ценник в последнее время, и лично я считаю это необоснованным, поэтому мы перестали к ним ходить. Дальше поделимся с вами находкой. Совсем неприглядное заведение вдали от толп туристов. С виду скорее бар для одиноких мужчин в поисках веселья на одну ночь. Но оказалось, что они готовят обалденные ребра. Мы с друзьями ездили сюда несколько раз и за вполне приемлемый прайс получали хорошо приготовленное сочное мясо с картофельным пюре, салатиком из свежей капусты, плюс маринованное по филиппинскому рецепту папайя и соус барбекю. Ты заходи, если что. Еще одно, внешне неприметное, но достойное вашего внимания заведение – гриль-бар Ла Пампа. Сюда идем прежде всего за шашлыками и домашними колбасками на гриле. Управляющим, кстати, поставили нашего парня. И пока Роман рулит филиппинскими поварами, можно рассчитывать на хорошо промаринованный и сочный шашлык. Мы брали комбо из нескольких видов мяса, и я готова все есть с их фирменным мега-насыщенным соусом из запеченных овощей. Роман, кстати, и сам отлично готовит и периодически устраивает всякие акции промо, то окрошкой балуют гостей, то лагманом. Новый год у них тоже весело проходил, короче, заглядывайте непременно. Рома, кстати, еще появится в одном из следующих видео, где мы с ним будем устраивать эксперимент по выживанию на $100. Угу. А пока наслаждаемся комплиментом от заведения. Это филиппинский десерт манго флоут. Очень вкусный. Еще и заморские чаи на выбор, ну благодать. Пятым пунктом в обзоре идет Тип-Топ. Это не просто ресторан, это еще отель и главный магазин импортных товаров. Но обо всем по порядку. Хозяин здесь австриец или немец, поэтому и меню содержит много понятных европейцам блюд. Например, достойный кордон-блю с пюре. Однако закуски и салаты здесь прям странные. Вроде базовые ингредиенты на месте, а вкуса нет. Поэтому прям запоминайте, что действительно стоит попробовать. Шницели, рыбку в кляре. На вид сухое блюдо, но внутри рыбка сочная и нежная. Подают с набором солений. Но безусловный бестселлер этого ресторана – говядина. Нежнейшие медальоны или рулетики в винном соусе с тушеной капустой, картошкой, ну просто объедение. И порции не для худеющих девочек. Я иногда даже половину блюда забирала с собой. Еще очень нажористые завтраки у них. Но невкусный чай из пакетика. И с бургерами у них совсем не получается. Цены вполне разумные. Из минусов могу отметить только, что ресторан на открытом воздухе и бывает очень жарко. Плюс тут разрешено курить, а не всем гостям это нравится. Тип-Топ знают все живущие на Панглао иностранцы, потому что их небольшой магазин вмещает в себя столько вкусняшек, по которым мы скучаем в Азии. От селедки до варенья, от сыров и вина до маринованных огурцов. Еще у них хороший выбор импортного алкоголя. Также они привозят разные мясные деликатесы, от ливерной колбасы до прошутто, плюс сами делают некоторые виды колбас.
В день, когда я снимала, сломался основной холодильник-витрина, но поверьте на слово, выбор сыров тут лучше, чем в супермаркете. Покажу наш типичный набор и цены. Любимый хлебушек от частного пекаря-немца 160 песо, маринованные огурчики и кусочек сыра эмменталь, итого $12. Как вам хлебушек за 220 рублей? Дорого, но зато у него вкус хотя бы не туалетной бумаги. Честно, на Филиппинах проблема с качеством хлеба, с молочкой, ну еще и с некоторыми вещами. Поэтому вот такие экспатские магазины на вес золота. Сохраняйте. Я всегда говорю, Филиппины – это Таиланд 30 лет назад. Все будет, дайте время. И сейчас самое удачное время ехать сюда. Не за сырами и all-inclusive, а за уникальной природой, пока ее не затоптали толпы туристов. За возможностью увидеть еще живой и цветущий подводный мир, поплавать с черепахами, сардинами и китовыми акулами, посмотреть на долгопятов или дюгоней. Филиппины одновременно сложны и прекрасны. Изобилие островов пугает туристов. Куда полететь, что выбрать? Ведь каждый остров имеет свои фишки, свой вайб, а перемещаться между ними – это и деньги, и время. Попробую немножко облегчить вам задачу. Топ-5 направлений для путешествий на Филиппинах. Боракай, Бохол-Спанглао, конечно, Палаван, Себу и Сиаргао. Про первые два мы написали подробнейшие путеводители. Это вам точно облегчит поиск информации и даст полную картинку об этих направлениях. Вы сможете с легкостью составить план путешествия от отелей до экскурсий и ночной жизни. Мы прожили на Панглао и на Боракае по 2 года, изучили эти локации вдоль и поперек. Поэтому каждый путеводитель содержит 150 страниц чистой пользы в удобном формате, со всеми локациями, ссылками, ценами, контактами. В общем, забирайте и влюбляйтесь в Филиппины вместе с нами. А мы продолжаем наш обзор. Как я и сказала выше, курорты Филиппин медленно, но верно развиваются. Вот, например, на пляже Алона появилось шикарное кафе с претензией на бич-клаб. Интерьер в Океанус больше похож на смесь Греции и Турции, но все равно вышло интересно и ярко. Днем можно прийти сюда ради бассейна, заказать напитки и еду и кайфовать с видом на море. Я прям радуюсь, что появляются такие форматы. Они поднимают уровень курорта и уровень комфорта для туристов. Скажу честно, им бы еще уровень кухни чуть-чуть приподнять. Еда нормальная, но ничего особенного. Мы сюда ходим за атмосферой, и вы тоже можете провести приятный вечер в компании под музыку с бутылочкой вина или с кальяном. Ну что, визуально привлекательное кафе показали, теперь время радовать желудок. Идем в корейское барбекю. Одно подешевле мы показывали в первой части. Сегодня будет тоже безлимитный корейский, но уже подороже. Здесь также платишь фиксированную цену и получаешь нескончаемый поток закусок и мяса. Обязательно закажите еще яичный омлет в горшочке. Это нечто воздушное, как облако, и тающее во рту. В этом ресторане подают несколько видов мяса, в отличие от первого. Они различаются по жирности. Есть просто сырое мясо с разных частей туши, есть и также маринованное. Попробуйте все, тут на вкус и цвет. Но помните, пожалуйста, в подобных корейских барбекю нельзя оставлять еду. Рассчитывайте свои силы. В прошлой серии мы показали вам аж 4 японских. Ну да, мы любим суши. В этой будет еще 2, но начнем с антирекомендации. Новое заведение «Нинджа» мы посетили практически сразу, как они открылись. И это был довольно грустный опыт. Внутри много места, ничего особенного в интерьере, лишь некоторые детали из японской культуры. Про еду. Рамен точно лучше готовят в киса-кафе. Да и с роллами тут прям начудили. Видно, что готовят из местного риса, а для меня это сразу red flag. Поэтому и роллы получаются уровня готовой еды из супермаркета. Взяли и обычную Калифорнию, и самый их дорогой Special Spicy Tuna Mango California Roll за 480 песо. Получили тортик. Под горой манго довольно много тунца. Но прям хотелось позвать шефа, чтобы он показал, как это есть, ведь все разваливается. В общем, не советуем повторять этот эксперимент. Не стоит своих денег точно. Лучше посмотрите первую часть, где мы советовали классные японские кафе на Панглао. Слушайте, а что мы с вами все про еду и про еду? А где же вкусные коктейли и веселье? Абсолютно точно в Bamboo Place. Здесь большое меню, но кухня работает не всю ночь. Ну и давайте честно, сюда ходят не есть, а тусить.
Все кафе под открытым небом. Есть и барная стойка для ищущих знакомств, и столы для больших компаний, и маленький танцпол. 100% здесь лучшая коктейльная карта на острове. Да, напитки в Бамбу не дешевые, однако они реально вкусные и подача шикарная. На видео еще довольно рано и не так много гостей. Основная толпа соберется в выходные часам к 10. Выходит диджей и начинается весь движ. Сюда стягивается вся местная молодежь при деньгах и иностранцы. Bamboo Place – локация номер 1 в ночной жизни Панглао. Все остальное в разы скромнее, дешевле и хуже по сервису. Ну а мы говорим про лучших, значит пора показать лучший тайский ресторан на Панглао. Называется он Wonderland, и когда попадаешь внутрь, то не сразу понимаешь концепт. Все очень разномастное и пестрое. На первом этаже зал с кондиционером и какой-то бабушкиной мебелью, а на втором этаже вообще полная гуляй-фантазия. Тут и Боб Марли, и грибные декорации, у каждого стола еще и свой дизайн стульев. Тут же и ракушки, и ловцы снов, и плакаты. Честно, мне такой арт в интерьере не нравится. Зато я сразу растаяла при виде тех самых наборов приправ, как в Таиланде, где уксус, чили и прочие добавки, ну вы знаете. Меню у них тоже довольно классическое. Представлены все главные блюда, от салата из зеленой папайи до липкого риса с манго. Между лапшой пад-тай и жареным рисом выбрали последний и с нетерпением ждали заказ. Готовят, кстати, не быстро, но оно того стоило. Уже по одному только виду блюд мы поняли, что будет огонь. Все ингредиенты на месте, соблюден баланс остроты и кислоты, ну прям традиционный вкус, будто снова оказались на Самуи или в Бангкоке. Получили максимальное наслаждение от обеда и уверенно заявляем, что это лучший тайский ресторан на Панглао. Наш гастрономический обзор переносится из Таиланда в Испанию, где мы еще с мужем не были, поэтому за традиционность блюд не ручаемся, но мы провели прекрасный вечер в испанском ресторане на Алоне. Найти его легче, идя со стороны парковки, или ищите за сценой. Называется Бугенвиллия. У них большой выбор тапас или закусок. В меню очень красивые фотографии, хочется попробовать абсолютно все. Мы оценили нежные крокеты с соусом бешамель, а настоящий восторг вызвали бутеры с анчоусами на томленых овощах. А вот паэлью мы не заказывали, поэтому про вкус не скажу, но выглядит дико аппетитно. По отзывам знакомых, у них роскошный хамон, сангрия, но, пожалуй, главная звезда ресторана – сочный осьминог на гриле. Осьминог приготовлен изумительно, но имейте в виду, порция прям крошечная. В любом случае, испанский вносим в списочек must visit. А я предлагаю салону переместиться уже на другой пляж, где посреди типичной азиатской застройки возвели нечто монументальное и прекрасное. Муатта – это двухэтажный торговый комплекс с красивой территорией при отеле Модала Бич Резорт. Он встречает вас с гигантскими деревянными воротами метров 8 в высоту и имеет выход прямо на пляж Долха. Этот пляж у меня ассоциируется с вечным отливом, обилием бездомных собак и морских звезд. На закате мы обычно гуляем тут и спасаем звезд, которые остались без воды. А днем можно застать предприимчивого дядьку с лошадью. За денежку он устроит вам фотосессию или даст покататься. Муатта – это как глоток цивилизации, ведь на Панглао совсем немного таких красивых локаций. Этим торговым рядам уже несколько лет, но посетителей здесь все равно немного, потому что далековато расположены и мало кто сюда доезжает, а ведь стоило бы. Тут дети любят беситься в фонтанчиках, для взрослых устраивают танцы типа зумбы. Можно попасть на какую-нибудь выставку. В том году, кстати, была классная экспозиция с динозаврами, они даже двигались и рычали. Так что имейте в виду. Шоппинг в Муатта – это скорее не про одежду, а про сувенирные лавки. Есть там парочка интересных. Короче, мне так нравится это место, что я просто отвлеклась уже от нашей главной темы – обзор ресторанов. Исправляюсь. 3 кафе, которые можно посетить именно в Муатта. Первое – это локальная сеть Бахол Би-Фарм. У них всегда очень красивая подача, украшения цветочками с их фермы собственной, большие порции, но по-филиппински все сладкое, от хлеба до мяса. Кстати, наше любимое блюдо здесь как раз мясо. Это томленые ребрышки, нежнейшие, рекомендуем. Перемещаемся в Ocean Blue. Они отлично расположены с видом на море. Есть большая открытая терраса, сидишь себе, кайфуешь, а перед глазами такая картинка. А в основном зале вас ждет приятный интерьер с морской тематикой, плетеной мебелью и вайбом бич-клаба. Что касается меню.
В основном это филиппинская кухня. Давайте посмотрим на цены. Я считаю, что 300-400 песо за блюдо – это адекватно, так сказать, средняя цена на острове. Мы взяли кесадилью и жареную рыбу, поставим им по 4. А вот кинилау из сырой рыбы прекрасно приготовлена. В меру остро, жаль только порция крошечная, хотелось бы побольше рыбы, а тут больше овощей. Но в целом неплохо, особенно вид добавляет баллов. Еще в Муатто мы не смогли пройти мимо суши. Японский ресторан Анами немного напрягал полным отсутствием гостей, но отзывы у них хорошие, решили попробовать. Хотя цены откровенно не порадовали, решили уделять внимание красивым деталям и качеству блюд. Роллы были хорошо сделаны, да и говядина удалась, но семейный совет вынес вердикт: за эти деньги в следующий раз мы лучше в любимые Нонки сходим или тайский Вандерленд. Есть такие туристы, которые уже через 3 дня на чужбине ищут родную привычную еду. Что ж, у нас есть на Панглау одно кафе с русской кухней. Находится как раз в том же районе, где и Муатто. Называется Ди Бест. Здесь периодически собираются русскоязычные экспаты, играют в мафию, просто общаются. Да простят меня владельцы кафе, но интерьер просто кричит стереотипами о России. Водка, матрешка, балалайка. Ну да ладно, что тут по еде? Оливье, конечно, далек от классики, а вот варенички с картошкой от души сделаны. Еще и с золотистым луком и сметанным соусом подаются. Вареничкам 5 баллов. Мужу моему еще очень понравились голубцы. Теперь вы знаете, где поесть борщ и пельмени на Панглау, а у нас на очереди второе вегетарианское кафе. Но, мясоеды, подождите пролистывать, вам сюда, возможно, надо. Во-первых, если вы любите хороший кофе. Во-вторых, обожаете тискать животных. Это кафе Pet Friendly, и еще ребята спасают найденышей, за что им огромный респект. В-третьих, если хотите арендовать авто и погонять по Бахолу, ведь их второй бизнес – это прокат автомобилей и парковка с доступными машинами прямо перед кафе. Мы с мужем едим мясо, но при этом иногда хочется экспериментов и вообще любопытно, а какое оно на вкус искусственное мясо. Думали, сходим разок, а в итоге возвращались еще и еще. Наше любимое блюдо с веганским мясом, брокколи и бурым рисом, и еще вонтоны. Единственное, что у них не рекомендуем, это чуррос. Совершенно неудачный вышел рецепт. Тесто плотное и липкое или сыровато. За десертами, 100% лучше в Шаку отправляйтесь. Последний ресторан в нашем обзоре мы снимали за день до переезда на Боракай. Открылся новый тайский, как мы могли пройти мимо? Что из этого вышло? Давайте посмотрим. Ресторан с улицы зазывает своими неоновыми огнями. Посмотрите, как прикольно украсили дерево, стоящее перед входом. Такой панган-вайб получился. Сразу балл за креатив. Внутри тоже что-то намудрили с тканями на потолке, плюс некоторые залы или кабинки отделяли большие разноцветные занавески. Немного театрально. От меня еще балл за красивую презентацию меню с картинками. Все наглядно, понятно. Средняя цена за блюдо 400 песо или $7. Неплохо. Заказали еду, сидим, разглядываем залы, форму официантов. Так и прошел час, а еды все нет. Нас еще на топчинах посадили, других мест не было. И дико неудобно так долго сидеть оказалось. Наконец принесли заказ. Скажем честно, том-ям хорош, насыщенный острый бульон, лимонграсс, шалот, кефир, лайм, все на месте. А жареный рис им явно стоит доработать. Опять куркума и нет какого-то тайского канонического вкуса, который в любой макашнице делают с закрытыми глазами. Смело ставим мистера и миссис Тай на второе место после Вандерленда. 33 заведения, друзья, мы с вами посмотрели за 2 серии. Теперь вам точно есть из чего выбрать. Пожалуйста, ставим лайки, подписываемся, приезжайте на Филиппины, пусть вам здесь будет вкусно и просто кайфово. До новых встреч!